Друзья, всем доброго времени суток. Снова токсичный диалог на Вестнике Кавказа. С вами политолог Александр Каргин. И сегодня у меня в гостях телерадиожурналист Сергей Мардан. И мы попытаемся немного потоксичничать. Не против, Сергей? На здоровье, давайте Ну, попробуем. замечательно. Начнем, собственно говоря, с фамилии. Мардан — это псевдоним. Верно. До этого был псевдоним Лелека. Почему вообще стали использовать псевдонимы, как они появились? Довольно странный вопрос, потому что для журналистики это вообще обычное дело. Псевдонимы у меня эти появились еще, наверное, в 92-м году, когда я работал в «Коммерсанте». И я даже не помню, зачем я их использовал. Ну, видимо, по приколу просто было. Им 35 лет. По сути, да. Я первый раз, ну вот я смотрел ваши эфиры, первый раз Марданом вы вроде в 17-18 году стали называться. Не помню уже. Первый раз псевдоним Мардан возник году в 92-м. Вот, я думаю, что в архиве «Коммерсанта» он оцифрован, я думаю, что можно найти. А почему Мардан? Что это значит? Это деревенское прозвище моего прадеда. Оно что-то обозначает? Не знаю. Деревенские прозвища, ну, скорее всего, какую-то историю имеют, но происхождение неизвестно, непонятно. А Лелека? То же самое деревенское прозвище семьи моей бабушки. Я просто почему так цепляюсь за псевдонимы. Ну, у меня Каргин тоже псевдоним. Но он что-то значит. Вот Лелека, я смотрел перевод, это с украинского переводится как аист. Так и Тут есть. есть какая-то привязка или это просто так совпало? Нет, это абсолютно не совпало. Это я означала аисты. Да, деревенское прозвище, семья моей бабушки, она с Украины. Окей. Вы родились в Нижегородской области. Верно. В Горьковской. Тогда. Да. Ну, мы сейчас с вами. И потом в ходе своего, скажем так, становления учились в университете. Я почитал отзывы ваших сокурсников, и они говорят, что вы были антисоветчиком. Ну, вы сейчас поправите, если это не так, что вы там где-то спорили тогда с преподавателями, критиковали Советский Союз. Это правда или нет? Я не знаю, кого вы читали, на самом деле. Представить себе антисоветчика на международном отделении факультета журналистики даже в 1986 году, в общем, довольно сомнительно. Вот. Я поступал в 1986 году. А для того, чтобы поступить на международку, нужно было, ну, помимо всего прочего, иметь 3 года комсомольского стажа. Ну и все остальное. Это настоящий Советский Союз. Поэтому любой, кто пишет подобного рода глупости, либо это фейковые аккаунты, либо он выжил из ума в свои 55 лет. Ну, если это мои ровесники, так тоже, в принципе, бывает. Ну, мы, собственно, я и хочу понять, да, может быть, это и вправду фейковые аккаунты. Вполне может быть. То есть ничего такого не было, всегда были по линии партии? Нет, совершенно никакой линии партии в конце, ну и в середине 80-х уже не было. То есть процесс распада страны, он, в общем, там, произошел буквально на моих глазах. Он внутренне был обусловлен, и, собственно, там вот это вот отречение, оно базово происходило именно в головах людей. Вот, то есть ничего похожего на, скажем так, вот литературный образ там, диссидентских посиделок на кухнях я не застал, я их не видел. То есть, наверное, где-то это было, но в какой-то там социальной среде это существовало, в интеллигентской, там, где рос я, и, собственно, там, где моя, там, ну, относительная взрослая жизнь проходила. Этого не было. Да в 17 лет всем пофиг политика. То есть, что тут изображать-то из себя? То есть, любой человек, который расскажет, что типа, я, значит, на первом курсе ходил на какие-то митинги, ну, значит, тебе не на что было, так сказать, свой тестостерон растратить. Так я вежливо скажу. Поэтому, да нет, это была жизнь, как бы она как-то проходила. Так же, как у всех. Ничего там особенного не было. Все было понятно. Да, там сколько нас было, там 30 человек на отделении, плюс потом были зачислены те, кто после рабфака, по-моему, еще 10 человек. Все мы были комсомольцами, беспартийных не было. Кому-то повезло быть уже членами партии,
Кому не повезло, тот знал, что, значит, во время службы в вооруженных силах есть шанс либо вступить, либо стать кандидатом. Вот. Так что карьерный механизм, он был отработан до мелочей. Вот. А то, что ну, кто-то где-то там в семьях, ну, разный уровень, скажем так, несогласия или диссидентства, это было уже общим местом. Этого никто не стеснялся. Ну и плюс... В вашем случае это было? Да я говорю, что это придумано, это вообще как бы... Не, вы говорите общее место. Нет, вот... это вообще придуманный тезис. Такой проблемы не было, такой темы не было. Тут не о чем было разговаривать. То есть что мы должны были обсуждать? Ну вот диссидентство, оно в чем должно было заключаться? Ну, например. Мне тогда было 5 лет, поэтому Я мне понимаю. сложно рассуждать, но послушайте, если опять же почитать отзывы людей, которые там вот, плюс-минус тогда же учились в вузах, ну, кто-то поддерживал активно перестройку, кто-то критиковал. Они врут. Все люди врут, врут. как говорил известный киногерой. Это правда, люди врут. Так. Вот, то есть кто активно поддерживал, не поддерживал перестройку. А перестройку поддерживали все. То есть это даже не, ну, знаете, как глоток свежего воздуха. Ну, фальшивая, мерзкая такая газетная фраза. Все были за Горбачева. Да, но поскольку вот поздний, ну, в моем как бы представлении, поздний СССР, это вот его там разрывало вот от сквозной, абсолютно всеохватной лжи, то есть двоемыслия. Вот, то есть есть внешняя форма, есть внутреннее содержание, есть там притворство, есть какие-то остатки идеологии, которая, ну, выродилась в нее, уже никто не верит. Поэтому там любая попытка, там, ну, хоть сколько-нибудь честно сказать, ребят, у нас есть там некие проблемы, давайте про них поговорим, ну, конечно, это было круто, это было классно. Вот, да, конечно, все были за перестройку, ну, там, перестройка это означало, ну, давайте как бы изменим нашу жизнь, то есть никто не предполагал, что дальше все, в общем, разнесет в хлам. И точно это нисколько там не касалось, значит, давайте мы разберемся там с проклятыми коммунистами. Это вообще, то есть, абсолютно лживое утверждение про страну, в которой 19 миллионов членов партии было. Это значит разобраться с самими собой, со своими родителями. Да это бред. Вот, любой, кто это утверждает, он врет. Вот в моем представлении. Вот. Либо он как бы сконструировал там новое прошлое в своей голове. Вот. Так что так, наверное. Потом был «Коммерсант». Это уже Ну, через 92-й какое-то год. время, да, это Да. еще я не закончил университет, я уже начал работать в «Коммерсанте». Ну, это такое либеральное издание. Для 91 года понятия либерального не существовало. Вот, оно Постойте, 91, 92, 94, 5 год. Так. Ну, было разделение ну, условных демократов и коммунистов, тогда так оно было. Но нет В это. 93-м, 94-м никаких демократов и коммунистов уже не было. То есть не было противостояния Ельцин, Верховный Совет, там, не знаю, с одной стороны коммунисты, там, не знаю, там, Хасбулатов и компания, с другой стороны, опять же, администрация президента, этого всего не было. И не было противостояния в обществе такого разделения. Оно было совершенно другое на самом деле. Ну, мы просто перескочили, то есть там время, оно было очень сконцентрировано. То есть условное разделение демократы и партократы, не коммунисты, а партократы, все были коммунисты. Оно существовало, наверное, году 89-90. Для меня оно существовало где-то в параллельном мире. То есть я там смотрел телевизор, я читал газеты, до какой-то степени я интересовался там политикой, до какой-то степени, еще говорю, мне было 17-18 лет, там 19, мне, в общем, все это было до лампочки. Вот меня совсем другие вещи интересовали, ну, как любого 18-19-летнего человека. А к 93-му нет, там уже вообще другая жизнь была. Какие партократы? Я и не сказал партократы, это вы говорите. Там был уже абсолютно, значит, непопулярный, лишенный всякой как бы такой вот массовой поддержки Ельцин. Вот. Ну, я себя не идентифицировал ни с Ельцином, условно говоря, вот с этой там новой российской властью, ни с
там той же самой, ну вот отстраненной от власти, и там некой оппозиции, которая сидела в Белом доме. То есть для меня там ни Хасбулатов, ни Рудской были практически неотличимы от тех, кто сидели в условном Кремле. Вы на выборы не ходили в 90-е? Не помню даже. Ну, я не знаю, насколько... Не хотите отвечать, если... Вопрос не помню, честно говоря. Я хотел дальше уже. Там, не знаю, вот в 96-м вы голосовали? Наверное. За кого? Думаю, за Ельцина. За Ельцина. Но это был какой-то осознанный ваш выбор или по эстетически скорее. Вот, то есть КПРФ и Зюганов меня никогда не устраивали чисто по форме, по стилистике. Вот, то есть я там не задумывался глубоко ни над их программой, там, ни над всем остальным, но чисто интуитивно для меня, в общем, было понятно, что они банкроты. Я объясню, к чему вопросы, просто исходя из некоторых биографических особенностей, там, работа в «Коммерсанте» в 92 году, вот то, что вы в 96 году голосовали за Ельцина, еще какие-то мелкие детали, просто не хочу тратить на них время. Получается, что все-таки в 90-е вы были демократом, демократических взглядов. Или это не так? Да нет, конечно. Да... Или вам по-прежнему было все равно просто? То, что мне в 90-е было все равно, может и даже... В 90-е, да, ну дальше, давайте, не будем... И дальше, и до конца 90-х мне, в общем, как бы вот эта вот часть жизни, она была параллельна. Просто работали в «Коммерсанте». Ну, да, я из «Коммерсанта» ушел, если я там точно помню, в 94-м году. Ну да, наверное, в 94-м уже. Вот, поэтому все остальное это не имеет отношения ни к медиа, и, соответственно, к политике. То есть это вообще как бы там было где-то сбоку. Да, там я читал газеты, конечно, я знал, что происходит, но вот точно бы, наверное, я удивился бы, если кто-то мне сказал, типа, ты демократ. Кто? Я демократ? Я поддержал ГКЧП. Какой к чертям собачьим демократ? И ГКЧП 91 год. Вам да. сколько тогда лет? В 91 году 22 года мне было. Ну так по вашей логике вы все еще девушками должны интересоваться. Естественно, но тем не менее там путч в Москве и всякая сволочь, которая вышла строить баррикады к Белому дому, мое отношение было предельно простое, их надо расстрелять из танков. А в 93-м году на чьей стороне вы были? Ельцин или... Нет. Парламент? Нет. К Ельцину в 93-м году я относился примерно так же, как отношусь и сейчас. Пьяное отребье, да. Но в 96-м вы за него проголосовали. А это уже, слушайте, ну это как бы выбор такой. Выбираем из сортов вот и все. В 2000-х годах вы были таким серьезным медиа-менеджером, если не ошибаюсь, несколько раз такие награды даже за это получали. Вы были, да, так сказать, по другую сторону камеры, а потом становитесь спикером. То есть сами начинаете активно выступать, телешоу, потом уже авторские программы. Вот как произошла и почему произошла эта трансформация? Почему сменили, скажем так, местоположение у камеры? В жизни так бывает, так скажем. Была какая-то причина? Или просто сказали, там, просто Сергей, так, давай? Да, просто так сложилось. Вы начинали именно, скажем, карьеру ведущего на «Комсомольской правде», ну такую полноценную. Там было много скандалов, связанных с вашим именем. Вы давали такие очень жесткие высказывания, там, не знаю, ну, парочку мы разберем. Начнем с чего-то такого общего, там, не знаю, призывали к обязательной вакцинации, там, ну, чуть ли не насильственной всех граждан. Высказывались там, о Ксении Собчак и Высоцком, вы их сравнивали, причем там не всегда в позитивном контексте. Кстати, вы сейчас считаете, что Ксения Собчак это Высоцкий? Даже не помню, о чем я говорил, честно. Ну, вы их сравнивали, что они похожи по своему формату. Я просто не считаю, что они похожи. Нет, поэтому... это надо как бы цитату. Я не помню, возможно, там в полемическом задоре то, что какая-то аналогия мне в голову пришла, но я ее не помню. Вот, там, что и про кого я говорю, даже если это Ксения Собчак, вот точно это не то, что я складирую в своей памяти. Я понял, как к Ксении Собчак относитесь? Да никак, мы с ней, в общем, личных отношений нет, мы с ней, ну, по сути, там, не знакомы, поэтому вообще отношения, личные отношения могут быть только с теми людьми, с которыми у тебя есть какая-то история, вот, все остальное для тебя не более чем персонажи, вот, как, не знаю, как
как Д'Артаньян в советском фильме. Какое у меня отношение к Д'Артаньяну в исполнении Михаила Боярского? Ну, какое? Хорошее. Это часть моего детства, моей юности. Какое у меня отношение к Ксении Собчак? Да, она яркий человек, она яркий медиаперсонаж. Вот. Но вы они негативно отзываетесь. А Д'Артаньян, я так понимаю, более все-таки в положительных тонах. Ну, вы знаете, я стараюсь не придавать людям того значения, которого у них на самом деле нет. И поэтому, ну, является ли она медиадеятелем? Да, безусловно. Вот, с профессиональной точки зрения она очень сильный, очень профессиональный, успешный человек, который там свою карьеру сделала сама. И как бы вот с этой позиции я к ней отношусь, естественно, там, с уважением, как к любому профессионалу. Вот, понимая, там, и каких усилий это стоило, и насколько это, в общем, не каждому дано. Поскольку она является фигурой публичной и там, до известной степени лидером общественного мнения, да, то, что она делает, для меня имеет абсолютно негативную окраску. Во многом она является там символичной фигурой вот, той части жизни, тех взглядов, там, с чем я нахожусь в абсолютно там, непримиримых противоречиях. Вот так вот. Но еще раз, в этом нет ничего личного. Вот, то есть такое вот сильные чувства, и я в этом абсолютно убежден, можно испытывать только к людям, с которыми там тебя судьба сталкивала, а все остальное это не то, что как бы игра, это не игра, но тут не искрит. И даже если я ее сравнивал с Высоцким, то Высоцкий в моей жизни значит гораздо больше, я так скажу. Ну, это при том, что, скажем так, большая часть вашей жизни прошла в параллели с Собчак, а не с Высоцким. Вообще нет, вообще нет. Нет, я просто физически имею в виду, биологически точнее. Это неправильно, это неверное утверждение. Почему? Ну, во-первых, чисто поколенчески мы в разных эпохах находимся. Вот. Я-то, в общем, вполне себе отношусь к поколению 90-х и сформирован во многом, там, ну, если хотите, как личность именно 90-ми годами. Угу. А она это нулевые. То есть, ну вот если как бы говорить, это важные, потому что вещи, потому что разные герои, разные фильмы, разная музыка, разные символы, там, разные там, тренды какие-то. Поэтому и люди различаются. А есть некие вещи с точки зрения там, культуры, которые созвучны, которые актуальны. Высоцкий тоже умер, извините меня, в 80-м году. Я примерно про это же говорю, что когда он умер, вам сколько было? Да, то есть я его, по сути, там не застал, но там он... И при этом, там, умерев всего лишь в 80-м году, когда я не помню, в каком я там 4 классе учился, он, в общем, довольно важное место в моей жизни занимал. И до сих пор, собственно, занимает. Это такой очень важный бэкграунд. Шаману, которого вы критиковали, особенно за его выступление на Красной площади, я так понимаю, тоже отношение скорее как к персонажу. Конечно, естественно. То есть, ну, какое может быть отношение к эстраде? Он искренний человек или понятия не имею. Он эстрадный исполнитель, он вообще не более чем... Вот он киноперсонаж, он сконструированная фигура. Что он из себя представляет на самом деле, как Ярослав Дронов, я понятия не имею. Может быть, он там классный, интересный парень. Вот. Но мы же говорим о том имидже, который там строится продюсерами, там, ну, вот, исходя из того, там, как складывается его карьера, мне это не близко, мне это не интересно. То есть для меня это чистый кринж. Вот, как говорят. Почему вы патриот? Ну, он патриот. И что? И что? А что не близко просто? Ну, лично я, смотрите, я считаю, у каждого свои музыкальные пристрастия. Мне, как он поет, нравится. Я честно скажу. То есть, ну, мне голос нет. есть, как бы, Да, ну, подача есть.
Там... Не, все есть, не, людям нравится, я в курсе, он супер-мега популярен, я знаю прекрасно. То есть, когда я себе позволяю там иронию или сарказм в социальных сетях, там поднимается сразу, в общем, волна хейта, и отписываются, и все остальное. Ну, даже люди, которые, в общем, привычны, так сказать, к моему способу выражения мыслей, вот, и настроения. Ну так, да, он вызывает там, ну, он реально там эстрадная звезда, у него действительно там огромная армия поклонников, но это вообще все мимо меня. То есть вы с Екатериной Мизулиной здесь не согласны? Ну, она просто вот что у него любит. И в принципе я заметил, что, скажем так, ну сейчас все-таки волна вокруг шамана сходит чуть-чуть, но она сошла чуть-чуть. Вот на днях был, скажем так, критический аспект вокруг него, там, вокруг его концерта в Оренбурге, там, и оплаты за этот концерт. Но в целом сейчас не так он на слуху. Но был момент, когда он был таким консолидирующим фактором. Для очень многих, скажем так, пророссийских активных деятелей. Не знаю, я бы не переоценивал. То есть такой известный нарратив и про то, что идеология всегда существует, и если ты не занимаешься идеологией, то кто-то другой занимается идеологией. В эту идеологию всегда, в общем, встроено и массовое искусство, и массовая музыка, и кино, и все остальное и прочее. Но до известной степени я готов с этим согласиться, но очень до известной степени. Вот, потому что... Ну, Голливуд, конечно, пережил там период такой глубокой идеологизации. Ну, как мне кажется, американское общество вообще там довольно сильно идеологизировано. Но, то есть это стало индустрией не потому, что условный там товарищ майор или какой-то товарищ комиссар говорил, что типа есть социальный запрос, значит, на образ сильного независимого американца, который отстаивает, значит, какие-то там ценности и отстреливает бандитов. И нам кажется, что идеальный персонаж для этого, значит, для этой модели это товарищ Клинт Иствуд. Давайте, значит, предложим ему еще парочку ролей. Клинт Иствуд сделал карьеру, потому что он ее сделал, начиная со спагетти-вестернов, а дальше он превратился во многом в такую культовую фигуру там, не просто жанрового американского кино, а вообще культовую фигуру вообще для современной американской культуры. Ну, просто вот там пример, который мне в голову пришел. Поэтому там, советская власть плотно занималась культурой и искусством. Один вопрос, это помогло советской власти? Нет, не помогло. Вот. Все, кто думали, что они знают, как хакнуть систему, они ее действительно хакали, они встраивались, они становились членами союзов, они получали зарплаты, дачи, премии. Вот, говорили одно, думали другое. В конечном счете, как некая идеологическая конструкция это выродилось, но даже в рамках вот этой вот максимально там, сильно цензурируемой истории все равно там, возникали гении и в литературе, и в музыке, и в популярной музыке в том числе. Вот, но ровно как и в любом другом естественном процессе. То есть я к этому отношусь там, достаточно равнодушно. То есть, если кому-то заходит, отлично. Вот. То, что это мне не заходит, ну и что, а кому от этого там, тепло или холодно? Никому. Вы, наверное, стали одним из самых популярных ведущих, что в «Комсомолке», что на Соловьев Лайв, благодаря своей уникальной подаче материала. Это такая грубая игра на грани фола. Ну, согласитесь. Ну, вы иногда жестите. То есть так... У вас нет почти полутонов, мир довольно черно-белый. И есть очень много таких вот прям, ну, жестких высказываний, которые приносят с одной стороны критику, с другой стороны, там, не знаю, конечно же, просмотры. Вот я приведу парочку, как некий пример. Вы упомянули в одном из своих интервью, в одном из эфиров, что Сербия повела себя как конченая
Потом, правда, если не ошибаюсь, извинились за это. Да. Было интервью, в котором, не интервью, был пост, вот я себе выписал, да, где вы призвали в качестве симметричного ответа на рейд ВСУ в Курскую область сделать массированный ракетный удар по Израилю. Это довольно странная логика, вот, но вот тем не менее. Затем, ну просто вот это, чтобы да, докинуть то, что называется, да, предложение создать ГУЛАГ. Я про Россию сейчас, создать ГУЛАГ в Я России. гляжу, вы плотно по хохлядским пабликам Нет, прошлись. ни в коем случае, только российские. Это абсолютно Только их, это российские. их анонсы, я же прекрасно Нет, знаю. нет. Да это не важно. Собчак и российский, это российский Так канал. это одно и то же. Как одно и то же. Собчак и Только Хохлы, что вы да. говорили не так. Нет, исключительно российские каналы. Слушайте, ну, вас любят по все стороны. И в России есть очень много деятелей, кстати, патриотического лагеря, которые вас критикуют. Вот каждое из высказываний было в контексте. Я не Ну, предлагаю конечно. разбирать каждое высказывание, это глупость полная. Просто, два вопроса. Во-первых, не кажется ли вам, что перебор? Что иногда просто есть перебор. Это первое. А второе, зачем? То есть это просто хайп? Или вы так живете, вот вы так чувствуете? Или, может быть, я не знаю, вам вот дали такую повестку, и вот с такой повесткой вы работаете. Вот, и вот в такой форме. Знаете, как я регулярно на работе шучу, ну и где ваши кремлевские методички? Я говорю, наконец мне дайте хоть одну. Я говорю, Я все тут тоже жду, никто не приносит. Да, неловко себя чувствую. Вот. Ну да, как бы все в контексте. Да, иногда несет, да, конечно, естественно. Это то, что я называю там в полемическом задоре. Некоторые темы меня там задевают за живое, и я о них говорю там более эмоционально, чем стал бы об этом говорить, ну, допустим, спустя там день. Вот что-то произошло такое там, ну, вот эмоционально травмирующее. Нет, я не притворяюсь и... То есть мне не нужно изображать эмоции. Наверное, это даже плохо. То есть вот 100% это даже не профессионально, наверное. Но я вполне себе отдаю отчет, что это именно то, что вообще людям и нужно. То есть все-таки ради хайпа? Это совершенно другой хайп. Это вполне себе описываемая и понятная технология медийная. Хайпа в политической журналистике нет и быть не может. То есть люди, которые пытаются заниматься именно хайпом, ну вот именно в этом жанре, у них это ни у кого не получается. Люди это не выкупают. Вот. Хайп, ну, в шоу-бизнесе, да, конечно. Это, собственно, как бы он там и существует, как хайп. Хайп — это как умышленное возбуждение к себе ненависти, переходящего в постоянно поддерживаемый интерес. Я не знаю, там хорошо это или плохо, кого-то от этого прет. Вот реально просто людям это нравится. А кто-то это делает, потому что так надо, наверное. То есть я не в этом мире. Я бы точно не хотел бы жить в мире, где там люди ко мне испытывают вот массово там негативные чувства. Зачем? Ну, это как-то в этом есть патология определенная. То есть для человека более естественно, чтобы его там либо не замечали, либо любили. Вообще, как бы любовь это естественное чувство, а как бы злоба, ненависть нет. Некоторые кайфуют с этого. Я и говорю, что для меня это патология. Не, я же вижу, когда там люди эксплуатируют этот прием, некоторых прет просто вот физически от этого. Я вот понимаю, что да, там это к психиатру с этим нужно обращаться. Вот. А то, что делаю я, там то, что вы процитировали, ну, опять-таки, как бы это некие особенности жанра и формата, в котором я работаю. Там, работа на радио, как бы мои эфиры, они идут на Соловьев Лайв, они идут там в эфирном телевидении, параллельно они идут на Вести ФМ. Радио подразумевает прежде всего аудиоконтакт, ну и он более эмоциональный. То есть если ты не достучался вот на уровне слуха до
до человека, значит тебя нет. Ты просто там звучишь, ну, вот каким-то бубнящим фоном. Здрасте, погода в Москве. Ну и чё? Оно так не работает. Вот, то есть ты должен работать голосом, ты должен там работать обращением, как бы если у тебя нету какой-то подачи, если у тебя нету искреннего чувства, ну, значит, у тебя ничего и не получится. Вот, то есть радио в этом смысле, оно не то, что история более сложная, она просто другая. То есть в телевизоре как бы важна картинка. Ну, и я не вполне телевизионный человек. Больше радиочеловек. Ну, наверное, да. Собственно, как бы я там с радио начинал и на радио остаюсь. И, в общем, как бы мне это нравится. И как бы есть еще одно обстоятельство. Радио предполагает, ну, вообще, как бы большую там свободу, там, начиная от лексики. То есть, условно, там можете себе представить там на федеральном канале ведущий, который там говорит, типа, да вы, значит, вот. Не принято. Я даже не знаю, скорее всего, просто не принято. Я по секрету скажу, и здесь запикают. И это я тоже знаю, это я понимаю. Вот, ну, зрители догадаются, какое слово я сказал. Да. Гомосексуалисты в плохом смысле этого слова. Вот. Так что так. Но и вообще как бы там телевизионный эфир делает большая команда. Я как бы о больших там каналах говорю. То есть это редактора, продюсеры тебе готовят сценарий. То есть ведущие, да, немного добавляют всегда, конечно. Но таких ведущих, которые могут себе позволить там добавлять, их там 5 человек на всю Россию, наверное, максимум. А все остальные двигаются по сценарию. А на радио как бы ты один на один с аудиторией, да, и с миллионами людей. Ну и вот и как бы попробуй с ними поговорить, как живой человек. Вот, собственно, откуда это все. Так что слово хайп, ну, еще раз говорю, слово хайп для политической журналистики вообще вот оно противоестественно, оно, ну, там довольно нелепо. Вот я не вижу, куда его здесь даже прислонить. Вот. То есть люди, которые вдруг по какой-то причине решили послушать программу, значит, не про импланты инстасамки, что, в общем, как бы, ну, прикольно же, интересно, а про какую-то херню, про то, значит, как происходят там выборы в Соединенных Штатах или что-то еще, у них другой запрос. И они вообще по-другому воспринимают и собеседника вот с той стороны там микрофона или экрана, и услышать хотят там совершенно другое. То есть это вообще как бы иной, там другая мотивация. Я правильно понимаю, что когда вы упомянули, что это нужно людям, вы имели в виду, что вот, ну, собственно, вот хочу уточнить, да, это им нужно в том плане, что они хотят вот какой-то более жесткой радикальной оценки, вот, ну, скажем так, аудитория различных политических каналов. То есть она в принципе изначально жаждет чего-то более однозначного. В этом смысле, или что это нужно людям, что нужно сейчас как-то людей сделать более жесткими. Сейчас я договорю, да. Что, может быть, надо их делать более жесткими, немножко озлоблять. Может быть, это вы имели в виду? Нет, не это. Что тогда? Ну, я говорил, во-первых, как бы я говорил вообще о радийном формате, как он работает. То есть, когда у тебя нету вообще визуального, не тактильного никакого контакта с твоей аудиторией, тебя либо услышат, либо не услышат. И, соответственно, когда существует только голос, голос не может быть ровным, монотонным. Сергей, это понятно. Он должен быть эмоциональным. Цитаты, они не из радио были. Это я, ну, что значит не из радио? Из радио или не из радио? Не помню, но не суть важно. Okay. Я же сказал, что как бы там я по своему, наверное, внутреннему устройству все равно как бы остаюсь там радийным человеком на самом деле. Там, если речь идет о войне, ну вот как бы там сюжет, в котором мы находимся 2,5 года. Ну, война это вообще там самая травмирующая там история, которая может быть в человеческой жизни. То есть люди, когда им больно, когда им страшно,
опять-таки, с ними говорить ровным голосом, таким отстраненным, не, можно, это работает на довольно большую аудиторию. Я в курсе, вот эта вот игра, значит, в независимую журналистику, мы вам даем всякие разные точки зрения. Не про независимую, просто стоит ли правильно, может быть, тренде, но еще больше травмировать зачем? Почему? Люди переживают, люди ищут созвучности, люди не хотят быть одинокими. Когда человеку страшно, когда человек не уверен там, в завтрашнем дне, он не понимает, что происходит, ему как бы нужно на что-то опереться, он не один. Вот, собственно, как бы откуда, в принципе, может и берется на самом деле эмоциональность. Можно в рамках этого поддержать человека, показать, что он не один, направить на верный патриотический путь, а можно все-таки начать его, скажем так, в нем возбуждать такую нервозную агрессию, которая причем непонятно куда направлена. Там, то против Сербии, то против Израиля, то против там, ну, какие-то вообще страны, которые на самом деле не имеют к ситуации отношения. Все имеют. Вот все как бы упомянутые страны или сюжеты, или истории, как бы, да. Ну, так все что угодно можно притянуть. Нет, не все что угодно. Я же не притягиваю к истории там ситуацию в Руанде, допустим, или столкновение в Пакистане. Это, возможно, все впереди. Вот эти сюжеты точно не имеют там никакого ни прямого, ни опосредованного отношения к нашей жизни. А всех остальных, кого я упоминал или упоминаю, да, как бы вот у меня такая конструкция, я так вижу себе взаимосвязи. Вот. А там, условно говоря, там, радикальна моя позиция или нет, опять-таки, это же вопрос слов, как бы, а что вы называете радикальной позицией, а что вы, как бы, там, называете нерадикальной, взвешенной позицией. Для меня это не радикальная позиция, для меня это то, что я думаю. Ну, вы сами не оцениваете себя как, скажем так, это не правовая оценка, а именно в политическом плане. Вы не оцениваете себя как радикального спикера. Да, я вообще не нуждаюсь, ну, я сам для себя не нуждаюсь ни в каких маркировках. То есть мне в любой, вот как бы любая... Вы уже о себе что-то думаете. Еще раз говорю, я никогда не помещал себя ни в какие политические рамки. Вот вы же начали, типа, вы были демократом или вы были либералом? Да я бы расхохотался бы, что в 19, что в 29, что в 39 лет, если бы мне предложили бы вот из такого набора выбирать. Вот, каким еще к чертям собачьим либералом, каким демократом? Нет. Вы сейчас патриот? Я сам... Но это же тоже как бы направление. Ну почему? Дурацкое слово, абсолютно дурацкое, опошленное слово. Вот, слово патриот как бы используется как маркер, ну, опять-таки, возможности русского языка, как в негативном ключе, в таком иронично-саркастичном. И оно считывается в зависимости от того, кто его произносит. Либо оно считывается как некое такое подчеркнутое, типа, я с начальством, я настоящий патриот. Вообще, как бы любовь к родине, это абсолютно естественное чувство. Более того, там, маркировать людей или разделять людей по принципу вот, патриотизма довольно сложно. Вот я на этот счет всегда говорю, что, допустим, какой-нибудь коррупционер, ну, какой-нибудь там полковник Захарченко, ну, поскольку он уже подавал на меня в суд, могу его еще раз упомянуть. Несмотря на то, что он обвиняется там, в хищении там, каких-то 100-500 миллиардов рублей, он при этом может быть патриотом, он любит родину, и малую, и большую. Я вот вполне это допускаю. Вот, какая-нибудь там конченая либеральная сволочь, как я говорю, у которой вот личные счеты к путинскому режиму. Вот человек может говорить, искренне говорить, я люблю Россию, я люблю Родину. Но вот он ее любит вот как-то вот по-своему. Вот, поэтому это то же самое, типа, ты фашист, нет, это ты фашист. Ты патриот, нет, я патриот, нет, это я патриот. Это бессмысленные слова. Сергей, все логично, кроме одного. Все-таки слова имеют какой-то смысл наполнения, по-другому. Это если жизнь бы перестала бы, мы бы вообще не могли вести диалог. Если, это стакан, если это собеседники стол. Как бы понимают одинаково значение слова, а как вот как бы то, что мы обсуждаем, воспринимается абсолютно по-разному. Вообще людьми и, скажем так, сторонами. Ваша аудитория, она себя относит к какому-то политическому лагерю. Это наверное, нормально. какая-то часть. И 100% как-то себя определяет.
Ну, смотрите, я предлагаю максимально нейтральное определение, которое, ну, Дайте хоть какое-нибудь для себя. и меня, Да. и меня бы, наверное, устроило, когда говорят, типа, ты путинист. Нет. Даже это для меня тесно. Вы не поддерживаете Путина. Я государственник. Для меня является абсолютной, непроходящей ценностью российское государство. Вот, поэтому к вопросу, там, возвращаясь, ну вот отыгрываю 93-й год, почему я, в общем, не испытывал ну, никакой особой симпатии к тем, кто засел в Белом доме, потому что, ну, чисто интуитивно понимал, что для того, чтобы Россия, вот остатки России как государства просто пережили эту катастрофу, да, вот пусть победит Ельцин. Вот, а иначе это будет иначе гражданская война, вот, и не останется вообще ничего. Это просто вот такое интуитивное чувство. Ровно как 96-й год. Почему? Потому что когда у тебя есть выбор, вот некая там коррумпированная, неэффективная, гнилая система, вот, которую олицетворяет Ельцин и вся его комарилья, но тебе нужно предпочесть им вот этих вот хронических лузеров, исторических причем лузеров в лице Зюганова, да, конечно, нет. Это просто вот внутреннее интуитивное чувство, здравомыслие, которое, как мне кажется, есть у любого там, ну, взрослого русского человека. Почему русский там народ-государственник? То есть для нас как бы ценность государства это вот такая абсолютно естественная вещь. Но при этом мы от него дистанцируемся, вы к нам не лезьте. Вот, мы сами по себе живем, вы сами по себе живете. Вот, это просто инстинкт самосохранения. Мне нравится идея. Единственное, что в этой концепции я не уверен, что, опять же, вы как-то отделяетесь от господина Захарченко, поскольку я вполне допускаю, что он тоже был, и может и является, ну сейчас не факт, но, а может и да, государственником, тем более он на это государство работал. Вряд ли. А вот как раз, нет, почему? Патриотом, да, но не государственником. Мне кажется, он как раз, ну, по логике, он должен был быть заинтересован, чтобы государство было, скажем так, сильным, чтобы оно было мощным, чтобы оно давало ему возможности. А вот как раз, как ни странно, если вы себя ассоциируете как сторонник президента, ну вот я, например, я за Путина. И мне кажется, это более конкретная вещь, как раз, чем государственник. Я отнюдь не против, но государственник это ну, как раз более размыто. И вот вы уходите в такую более размытую степь. Там, не знаю, ну слушайте, оппозиция тоже себя государственниками называет, так или иначе. Нет. Каким мыслям? Ну, они тоже говорят, что они государство, только они его по-другому видят. Да, они хотят стать в его главе, они же не хотят, чтобы не было государства. Они не хотят стать во главе, они хотят его разобрать и построить с нуля на правильных, абсолютно разные вещи. Есть оппозиция, которая хочет просто стать во главе этого государства, а потом оно будет его перестраивать, но они будут с него кормиться, им будет наоборот выгодно, чтобы государство существовало. Просто в другой форме. Не считаете? Вопрос. В чем? Окей. Это просто мысли для размышления. Сергей, собственно говоря, мы на канале Вестник Кавказа, поэтому давайте чуть-чуть про Кавказ. Как вы видите ситуацию в Азербайджане? Вот, недавно Владимир Путин там был, и по результатам визита обсуждалось, и было официально заявлено, что Азербайджан хочет вступить в БРИКС. Будет ли это вступление? Что это даст региону? К чему это вообще приведет? Я не специалист по этому региону и, в общем, ничего умного тут сказать не смогу на самом деле. То есть для этого нужно хоть сколько-нибудь понимать проблематику, а я в Азербайджане вообще-то не был ни разу. Вот. Если смотреть вообще на постсоветскую историю, ну вот как бы во всем комплексе, у меня там в эфирах, в общем, регулярно Азербайджан там в разном контексте всплывает. Я его воспринимаю как удачный пример состоявшегося государства, причем такого прожившего очень сложные 30 лет. То есть я прекрасно помню и конец 80-х, я помню, с чего Карабахская война начиналась, вот, еще в 88 году.
И гражданская война там была, и две войны, и, ну, в общем, много чего. При этом вот Азербайджан, как бы, да, процветающая, устойчивая система. Там, люди с чувством самоуважения к себе и к стране, в которой они живут, это, в общем, не может не вызывать определенной симпатии. У них нет, вот, знаете, таких неудовлетворенных комплексов там, национальной неполноценности, которые есть у довольно многих там, бывших наших там, союзных республик. Вот, не буду показывать пальцем. Старший Алиев, там, легендарный человек совершенно. И, к слову, ну, к нему всегда было, в общем, такое уважительное отношение, даже во времена безвремени. Я уж не знаю почему, то ли потому, что он из системы КГБ, то ли по какой-то другой причине. Я же как бы, ну, я не, говорю не про то, как к нему относились в Азербайджане, как к нему даже относились в Москве. Ну, вот как бы в той среде, в которой я был. Вот у меня почему-то такое там воспоминание осталось. И младший Алиев тоже, в общем, там доказал всем, что он настоящий государственный человека, национальный лидер. То есть тут просто можно проконстатировать то, что есть. Вот. А что касается БРИКС, не БРИКС, никого никаким ни экономическим, ни политическим, ни военным союзом сейчас заставить невозможно, поэтому то, что между Россией и Азербайджаном есть довольно близкие, тесные, действительно там уважительные, добрососедские отношения, это тоже, в общем, факт. Перерастет ли это во что-то большее, не знаю, жизнь покажет. Ну, все, в общем, как бы зависит от исхода нашей войны. Вот. Как закончится война, так, в общем, и будет разворачиваться вся конфигурация, в том числе и по отношениям с бывшими союзными республиками. Вот, все, в общем, сидят и смотрят. Кто-то смотрит спокойно, в общем, понимая, что лучше там не проявлять излишней активности. Кто-то, в общем, торопится поцеловать руку новому патрону и за это ответит, в конце концов. Вот. А Азербайджан, в общем, я говорю, что ведет себя как настоящая страна. То есть не суетится, там блюдет собственный интерес, вот, как они его понимают, и нет никаких вопросов. Армения. Каково будущее Армении при Пашиняне? Да при Пашиняне, мне кажется, никакого будущего нету. Вот, Пашинян, ну это такая очередная реинкарнация, по-моему, Саакашвили, то есть человека с гипертрофированным эго, человека плохо образованного, в общем, неумного. И там грустно, что вот такая неудачная комбинация там, личных факторов, ну, условно говоря, все же люди разные, но это же там трагически там, влияет и еще повлияет на судьбы людей, которые вообще там ни в чем не виноваты. Вот. Я не склонен переоценивать роль личности в истории, поскольку, в общем, являюсь человеком вполне себе советского воспитания, но при этом не склонен и недооценивать. Да, как бы Армении вот хронически, конечно, не везет. Ей и раньше, на самом деле, не везло. Там тоже, в общем, не, скажем так, не титаны мысли-то во главе страны стояли. Вот, просто такая вот бесконечная, длинная череда неудач. Просто вот неудач, неудач, неудач. Какие перспективы? Не знаю. На мой взгляд, никаких. Ну, Опять... Армения сохранится в нынешнем виде. Армения станет, я не знаю, как, может быть, они, там, есть такие прогнозы, что они станут чуть ли не департаментом Франции, что к этому идет. Либо, что, там, не знаю, какие-то другие будут перетрубации. Либо Армения вернется в какую-то более здравую ось вокруг России. Слушайте, но я же не зря как бы сказал, что я не являюсь специалистом по региону. Я там крайне поверхностно знаком и с историей вот этих вот территорий и народов. Вот, поэтому я тут без претензий. Я как всегда говорю, что там делая те или иные, возможно, там неверные, возможно, радикальные, оскорбительные выводы,
Я их делаю по большому счету как, скажем так, историк-любитель. Вот я поэтому всегда оговариваюсь, я верю в географию. Вот я смотрю на карту, и делаю, наверное, неправильный вывод. Я понимаю, что крошечная страна, со всех сторон окруженная цивилизационными, скажем так, конкурентами или врагами, не имеющая выхода к морю, она обречена. Вот, то есть она не может выжить, в принципе. Не, она теоретически может выжить вот в этой искусственной конфигурации, в которую, конечно, можно верить, про то, что есть международное право, про то, что, значит, все члены ООН, конечно же, равны, у них одинаковое право голоса и все остальное. Можно в это верить, но я в это не верю просто. Вот как бы в чем проблема-то? Поэтому там мир как бы находится сейчас на переломе, ну вот, либо мировая там гегемония Соединенных Штатов, она либо сломается, опять-таки вопрос, а как она сломается, она всех нас не похоронит, значит, под своими обломками. То есть, а что на этом месте возникнет? Какие новые, не знаю, там, объединения, империи, там, либо там человечество придумает другое объединение, вот это вот форма управления пространствами. Но, в общем, продолжать там, молиться на абсолютно фальшивые тезисы про право нации на самоопределение, значит, про равные права, равные возможности, да, ну это чепуха полная. То есть вся история хотя бы 20 века, она, в общем, вот непрерывно вот предлагает тебе доказательства того, что это полная чепуха. Это все неправда. Вот. Так что можем в этом ключе, конечно, поговорить о судьбе там, абсолютно любой страны. Со всем уважением. Как хотите. Давайте в завершении пару слов о личной жизни и вашем отношении к конкретным людям. Про жену, детей спрашивать не буду. Я считаю, что в наше время это не всегда просто корректно. Но вам приписывали долгое время роман с Наданой Фридрихсон. Откуда это пошло? Почему, ну, как бы, как вы на это реагировали, да, как она на это реагировала, и вообще, есть ли у этих слухов основания? Надана, привет. У этих слухов нету оснований. Я не знаю, откуда родилось. Я, значит, скажу так. Есть такой интернет-феномен под названием дзен. Вот. Да, это совершенно удивительное место, такая помойка, где пишут в том числе и вот масса больных ноунеймов. Вот. Зачем они это пишут, я не знаю. У вас там нет канала? Я заводил, но немедленно его забрасывал. То есть вот я не нахожу как бы там отклика, я не понимаю, ни как это работает, ни как это монетизируется. И поэтому говорю, что как бы вот для меня это странное место. То есть для чего люди там пишут, вот с какой целью, какой там фидбэк они получают, я не знаю. Вот, поэтому эти истории, ну и много других историй, я их там видел, я их читал, прокомментировать их никак нельзя. Вот, ну как можно прокомментировать? Ну вот просто там то, что придумал какой-то человек. С Наданой, да, мы работали одно время на радио «Комсомольская правда», мы были соведущими. Все, мы с ней как бы время от времени там видимся, там поддерживаем отношения. Вот. Про отношение к конкретным людям. Алла Пугачева. Вы считаете, что она должна быть признана иноагентом? Мне не нравится сама институция иноагента. Она, в общем, такая недокрученная какая-то. В принципе, с Аллой Пугачевой все кончено. Вот, то есть она там себя похоронила. Вот. Трудно даже сказать, в какой момент это произошло. И вряд ли она сама отдает себе в этом отчет, что вот когда-то вот что-то сломалось, и она из там, абсолютной вот легенды, вот, которая находится где-то вот в отдельном месте, превратилась в нечто там совершенно чужое, враждебное. Выражать симпатию к чему для абсолютного большинства людей, даже вот ее там, творческого поколения, те, кто ее слушали, абсолютно неприемлемо. Вот, поэтому признают ее иноагентом, не признают. А что это, собственно, изменит?
То есть с ее, значит, юридическим мужем там вопросов нет. Там, в общем, уголовное дело можно и нужно возбуждать. Вот, то есть он давным-давно на статью себе наговорил. А то, что она публиковала, ну, я не юрист, но, в общем, на статью не тянет, но достаточно для того, чтобы она была фактически невъездной. Вы считаете, она вызывает негативный отклик у большинства сейчас? Да, я в этом уверен абсолютно. Именно Да, не политизированного Нет, части у населения. абсолютного Вы уверены в большинства, этом? конечно, я в этом абсолютно уверен. Вот, то есть, ну, для меня она никогда не была чем-то... Я не про вашу аудиторию, я понимаю, про в целом. Просто для того, чтобы... Здесь важно же сформулировать, вот для меня она никогда не была чем-то важным, вот в моей жизни. Вот. Она была там большой эстрадной певицей, там номером один в любом концерте, но для меня там это не значило ровным счетом ничего, в принципе. Вот весь остальной миф про там Примадонну и все остальное, он был сконструирован уже после 91 года. То есть это такой, в общем, медийный продукт на самом деле. Но в этот медийный феномен поверили довольно многие, причем, как мне кажется, в том числе и довольно многие начальники. Вот, поэтому то внимание значению ее там персоны, ну и уделялось и уделяется, ну скажем так, с перехлестом. Это, в общем, довольно глупо всегда выглядело. Но поскольку она человек, вот осколок из той великой эпохи, и она это сохранила, она это не растеряла, все, что ей нужно было сделать, там, не говорить лишних слов. То есть люди должны верить в миф о том, что ты являешься частью их жизни, вот частью того, о чем они думают, что они переживают. Они переживают эту войну. Это их война. А то, что ты им дала понять, что вы говно, я не с вами, и эта война не моя, ну, значит, ты все сломал просто. Просто угробил. Все, как бы, что там строил в течение там, 40-50 лет. Артемий Лебедев. Что как Артемий такой, Лебедев? ну, самый, наверное, заметный на сегодняшний день пророссийский блогер. Слово-то какое, пророссийский блогер. Что такое пророссийский блогер? Артемий Лебедев. Ну, потому что блогеры бывают разные. Артемий И блогеров... медийное пространство разделено. Поэтому, как бы, это, мне кажется, такой все-таки очень важный момент, что и он забанен на Ютубе, на котором, я надеюсь, выйдет это интервью. То есть он в каком-то смысле пострадал за свою политическую позицию. При этом к нему есть очень неоднозначное отношение среди медийных персон у нас. Не знаю, он симпатичный, он интересный, он умный, он остроумный. Вот. То есть, не знаю, мне он симпатичен всегда был. Вот. У него есть стиль, у него есть чувство меры. Вот. Он блестящий, образованный человек. Ну, вот это, я про таких людей, знаю, очень просто как говорю, он умный. Вот, мне нравятся умные. Вот к дуракам я отношусь плохо. Вот, и даже, в общем, не скрываю этого. Вот, а он умный. Ну и, наверное, в завершении пусть будет Игорь Стрелков-Гиркин. Игорь Стрелков, да я про него столько раз говорил, на самом деле, он часть истории. Игорь Стрелков, он часть русской истории. Вот, что бы он ни говорил, ни писал, что бы с ним ни происходило, он уже там вписан. Он перегнул палку? Да это вообще не... Вот для меня это вообще Не, я просто спрашиваю, это важно, не важно, я просто спрашиваю. То есть, как вы оцениваете то, что он творил в последние годы? Да он ничего не творил. Мне кажется, он разжигал не очень хорошие вещи. Да это вообще все смешно. Человек, который поднял русское восстание в Донбассе, превратился в блогера. Это горькая история. Это очень грустная история. Так может не надо было превращаться, может надо было пойти там, не знаю, Что? на работу. Куда? Зачем? Нет опции поработать сейчас. Его биография закончилась, он остался Игорем Стрелковым там, все, точка. Никакая другая работа, она вот не коннектится. Зачем он тогда начал то, что дальше? Да откуда же я знаю? Вот я говорю, что вот все, что происходило потом, у меня не вызывало вообще никакого интереса. Там ни эмоционального, ни интеллектуального. Я никогда не был на него подписан. Вот, то есть у меня не было там даже внутреннего позыва вот подписаться на Стрелкова, что он там пишет, значит, про войну. Да не интересно мне, что он пишет про войну, и не было интересно.
То, что он там в какой-то момент... Его взгляды не разделяли. Вообще никогда. Я его взгляды разделял в 2014 году, этого достаточно. Вот, Игорь Стрелков 2014 года, это часть меня, да, это человек, с которым я был на 150% солидарен. Вот, поэтому там для меня как бы это все были люди вот другой эпохи, другого мира, вот чистый античный образ героев. Вот, при всем при том, что я понимал, что реальная жизнь устроена сильно по-другому, это понятно все. Ну вот, как исторические герои, как элементы русской культуры, ну если говорить о культуре, вот как о способе устройства жизни на данной территории, вот, да, Игорь Стрелков это памятник. К Пригожину такое же отношение? Или Нет. все-таки это памятник, который себя свалил? Абсолютно. Никогда у меня не было такого отношения к Пригожину. Никогда. А какое? Пригожин был человеком опасным всегда, ну, пока он был жив. И все знали, ну, все, кто хоть сколько-нибудь там, ну, так знал жизнь реальную, знают, что он опасный. Вот. То, что он делал, опять-таки, я всегда отделял медийный образ, который он строил, конечно, там совершенно гениально. Вот уж талант у человека от Бога был. Но я всегда абсолютно был убежден, что ничем хорошим все это не закончится. И отношение к мятежу, я внутри его себя, я там с самого начала называл мятежом, а никаким не маршем. Понятно, что это был мятеж. И там понятно, что это была катастрофа, вот мимо которой вот просвистела просто вот, оторвав кусок уха. Потому что люди погибли, летчики погибли. Вот, то есть сказать, что все прошло бескровно, нифига себе бескровно. Сколько там, 4 или 5 вертолетов было сбито. Поэтому да, он чисто мятежник, и отношусь. Я же не зря сказал, что я государственник. Вот, для меня ценность как бы российского государства, она абсолютна. То есть это способ самосохранения там, русского народа там, в истории и в пространстве. Вот, а он хотел это государство угробить. Я полностью согласен сейчас про оценку Пригожина, но просто до мятежа у вас было много очень таких хвалебных отзывов о Пригожине. Если вы понимали, что это опасный человек, то почему так говорили о нем? Но, что значит понимать? Можно было предполагать, но мы же не знаем, что происходит в черном ящике российской политики. Ну вы сами говорите, что как бы осознавали, что он проблемен. Ну, в какой-то момент, я достаточно долго, как, наверное, очень многие, объясняли это, что, наверное, значит, это какая-то сложная система сдержек и противовесов. Это, значит, вот какая-то такая хитрая там комбинация, какой-то план. Вот. То есть я, честно говоря, не мог допустить, что там все это может зайти так далеко, пока оно не зашло. Вот в моей фантазии на это не хватало. Вот. Я, наверное, до конца верил в то, что можно быть, конечно, любым карбонарием с пулей в башке, но вот то, что ты рискнешь, посмеешь во время войны пойти против власти, ну как-то вот в моей картине мира это не укладывается. Я, в общем, все же надеялся, верил в то, что он приличный человек. Сергей, надеюсь, что наш диалог был в достаточной мере токсичным. Спасибо, что пришли. Спасибо, что позвали.